Всем привет из Питера! Города, где даже дождь поет как мелодия. Представьте себе, Америка, начало 60-х, страна, уставшая от рок-н-ролльных воплей и попсовой жвачки, вдруг вспомнила, что у нее есть корни, и полезла в архив. Главными виновниками этого археологического бума стали двое чуваков – Пит Сигер и Вуди Гатри. Они, а позже и их выдвиженец Боб Дилан, реабилитировали образ чудака с гитарой, но не просто чудака, а такого, который либо откапывает в фольклорных фолиантах старинные гимны Апалачей, либо, если фантазия играет, сам сочиняет нечто стилизованное под древность, но звучащее так, будто это век на бочке стоял. И откуда ноги растут? В 1952 году некий активист Гарри Смит собрал джентльменский набор под названием «Антология американской фолк-музыки». 6 пластинок, напичканных первосортной дичью, которая стала настольной библией для всех, кто хотел звучать по-настоящему. И, конечно, эта волна накрыла всех. Британские ребята The Animals, например, схватили народную балладу «Дом восходящего солнца» и выдали ее с такой электротягой, что мир вздрогнул. Но настоящий сплав, когда фолк и рок перестали дразниться через забор и слились в экстазе, случился стараниями The Byrds. Ну что ж, продолжим наши посиделки у музыкального стереофонического очага. Вы когда-нибудь задумывались, из какого теста делают людей, которые меняют мир? Итак, знакомьтесь, Джеймс Джозеф Магуин, он же Роджер. Чикаго, 42-й год. Папа с мамой у него люди не промах, известные журналисты, даже бестселлер наваяли про то, что родители не могут победить. Видимо, в этом споре с сыном они и не пытались, потому что в 56-м, когда юный Роджер услышал по радио, как Элвис поет про разбитое сердце в отеле, все было кончено. «Хочу гитару», — сказал парень. И понеслось. Школа фолк-музыки, пятиструнная банджо собственной сборки, кумиры вроде Джонни Кэша и братьев Эверли. Обратите внимание, не просто рок-н-ролл, а именно кантри-корни. К 62 году его примечает сам Бобби Даррин и тащит к себе в аккомпаниаторы. Там Роджер и начинает пописывать песенки для босса. Потом была пара сольных попыток, и вот он уже в Лос-Анджелесе на студийной работе. Джин Кларк, Гаррет Юджин, если по паспорту. 44-й год, Миссури. Представьте себе семью, где 13 детей. Там, чтобы быть услышанным, нужно либо играть очень громко, либо петь очень хорошо. Джин выбрал гитару в 9 лет. Элвис, Хэнк Уильямс, классический набор. В 13 лет уже делает первые записи с друзьями. Фолк-музыка затягивает его все глубже, он мотается по группам, пока в 62-м не пересекается с Магуином. И, наконец, третья часть этого пазла – Дэвид Кросби. Тут совсем другая история. Лос-Анджелес, 41 год, папа Флойд Кросби. Оскароносный режиссер. Казалось бы, парню прямая дорога в Голливуд, на факультет драматического искусства. А нет, судьба, как хороший режиссер, переписала сценарий. Дэвид знакомится с Бобом Диланом, шатается по сценам и понимает, драма это хорошо, но музыка это навсегда. И вот в июле 64-го эта троица сходится в одной точке. Итак, представьте себе, Лос-Анджелес, начало 64-го. Легендарный клуб «Трубадур», и 3 фолк-парня топают по лестнице, и тут чисто для прикола, чтобы убить время, начинают петь. Просто так, в никуда. И тут происходит магия. И голоса сливаются в такую гармонию, что мурашки бегут по коже даже у бармена, который видел все. Парни переглянулись и решили, а почему бы и нет, назовемся The Jet Set. Но связывала их не только любовь к высоким нотам, была еще одна страсть.
Битлз. Да-да, те самые лохматые ребята из Ливерпуля. Наши герои обожали их до такой степени, что начали перепевать их песни на акустике. А народные песни, наоборот, стали обрабатывать под битлов. Такой себе культурный обмен в пределах одного мозга. Но настоящий перелом наступил летом. Роджер Макгуин, как любой уважающий себя американец в 1964 году, пошел в кино на A Hard Day's Night. И там на экране случилось это. Джордж Харрисон со своей 12-струнной гитарой, звук, блеск, магия. Роджер вышел из зала уже другим человеком и, недолго думая, купил себе точно такую же. И вот что он сам потом вспоминал. Я услышал Битлз по радио и вдруг понял, там же чистая фолк-структура. Это же гениально. Берешь старую народную песню, накладываешь на нее битловский бит, и вуаля, рождается что-то новое. Теперь нашим героям нужно было нечто большее. Нужна была полноценная электрическая машина. А для машины, сами понимаете, нужен бас и барабаны. Итак, встречайте басиста Крис Хилман. Лос-Анджелес, 44-й год, но детство у него было не городское, а самое что ни на есть ковбойское. Родительское ранчо в 130 милях от цивилизации. И кто бы мог подумать, что моду на музыку ему привьет старшая сестра, таскавшая пластинки с фолком и кантри. Крис подсел на это дело крепко. В 15 лет он влюбился в мандолину. Инструмент, между прочим, чертовски сложный для любви с первого взгляда. Потом были Сан-Диего, куча местных групп, успех у публики, но к 64 году что-то пошло не так. Крис уже подумывал завязать с музыкой, сменить пластинку на что-нибудь более надежное. И тут звонок. Бывший менеджер Джим Диксон говорит: «Есть тут одна новая тусовка, не хочешь заглянуть?» Крис подумал, а была не была, и не прогадал. Ну, а теперь о том, кто держит ритм. Майк Кларк. Но это псевдоним, а по паспорту Майкл Джеймс Дик. Спокейн, штат Вашингтон, 46-й год. Папа художник, мама музыкант. Казалось бы, творческая семья, а нет. Майкл рос таким беспокойным типом, что в 17 лет просто взял и сбежал из дома. Атмосфера там, знаете, была уже нездоровая, так что он только подтвердил правила. Насчет того, как он попал в группу, уходят легенды, почти как в хорошем детективе. Одни говорят, что Дэвид Кросби нашел его на пляже, где Майкл наяривал на бонго. Но более достоверная версия гласит, что его откопал некий композитор Иван Ульс в Сан-Франциско. Майкл в то время был классическим хиппи. Без работы, без группы, без определенных занятий. Так почему же его взяли The Byrds? А вот почему. Ходили слухи, что он водил шашни с самим Брайаном Джонсоном из Rolling Stones. А иметь знакомых такого человека в те времена было круче, чем диплом консерватории. Как бы там ни было, он прижился. И барабанил так, что дай бог каждому. Итак, лето 64 года. Группа, которую мы теперь знаем как The Byrds, делает первые неуклюжие шаги. Первый менеджер Джим Диксон. Парень, судя по всему, быстрый, на коленке стряпает контракт с фирмой Elektra Records. И вот он первый блин. Сингл «Please Let Me Love You». И кто же красуется на конверте? Какие-то The Beef Eaters, представляете? Никаких вам Byrds. Электро в те времена была еще желторотым птенцом в шоу-бизнесе. Раскрутить ребят, конечно, не могла. Диксон соображает быстро, контракт расторгается и начинается охота за крупной дичью. Дичью оказалась Columbia Records. Монстр, гигант, на который батрачили сотни звезд. Но как туда попасть? А вот как. Говорят, помог не кто-нибудь, а сам Майлз Дэвис. Великий трубач, человек, который, казалось бы, должен слушать только джаз. А тут какие-то лохматые фолк-рокеры. Роджер Макгуин потом вспоминал. Я с Майлзом даже не знаком. Просто один из его людей знал нашего продюсера. А у того была дочь, которая нас слышала.
И через эту цепочку Майлз сказал боссам в Коламбе: «Ребята, ставьте на них. Молодежь сейчас слушает не вашу попсу, а вот это». И они поставили. Подписали контракт на одну песню. Пока только одну, но дверь была открыта. И вот наступает День Благодарения. Семейный ужин, индейка, клюквенный соус. И тут группа решает: хватит этих дурацких Beef Eaters, надо менять название. Придумали, казалось бы, гениальное: The Birds, птички, пташки. Красиво, правда? Но тут кто-то из них, видимо, полистал словарь сленга. Оказалось, что на британском просторе Bird — это вовсе не воробей, а как бы помягче. Девушка. Представляете афишу: сегодня выступают девчонки, а они-то парни с усами и гитарами. Полная катастрофа. И тут Роджер Магуин, видимо, вспомнил про Битлов. У тех же вон специальная ошибка в названии. Это ж так загадочно, так по-модному. И Магуин берет ручку и просто меняет одну букву. И родилось The Birds. As lucky as me to have you here, to hold you oh so near. Август 64-го. Менеджер Джим Диксон, который, видимо, спал и видел, как его подопечные проснутся знаменитыми, приносит в студию ацетатный диск. Не просто диск, а бомбу замедленного действия. Еще не выпущенную песню Боба Дилана под названием «Мистер Tambourine Man». И что вы думаете? Группа слушает и морщит носы. Не впечатлило. Но Диксон мужик упертый. «Ребята», — говорит, — «давайте хотя бы попробуем». И они попробовали. Первым делом взяли ножницы и отрезали от поэмы Дилана все лишнее. Из 7-минутного философского трактата сделали 2-минутный радиошлягер. Но парни все равно сомневались, и тогда Диксон пошел ва-банк. Он привел в студию самого автора. Представляете? Он послушал, покачал головой и выдал фразу, которая стала пророческой. Ничего себе! Под это же можно танцевать? Американская молодежь только этого и ждала. В студии тоже дело шло. Записывали дебютный альбом, туда вошли рок-версии народных песен, дилановские вещи и собственные опусы, в основном написанные Джином Кларком. И вот наступает 12 апреля 65 года. Сингл «Мистер Tambourine Man» вылетает в люди и бабах! Первое место в Штатах, первое место в Англии. До этого ни одна песня Дилана даже близко не забиралась в такие высоты. И подумайте только, впервые в истории поп-хит номер 1 содержал абстрактную, почти сюрреалистическую лирику про какого-то загадочного человека с бубном. И все это было упаковано в такую вкусную битловскую обертку с 12-струнным звоном, что устоять было невозможно. Пресса тут же окрестила это дело словечком «фолк-рок», и тысячи групп по всему миру бросились мешать Боба Дилана с Битлз, щедро поливая сверху гитарным звоном в стиле Магуина. Только в том же 65-м году вышло, внимание, 13 различных версий этой песни. 13! Но оригинал, конечно, остался непревзойденным. The Birds стали первой американской ласточкой, которая не просто запела, а громко заявила: мы тоже можем соревноваться с этими английскими парнями. Ну что, друзья мои, если вам по душе то, что здесь звучит и мелькает, сделайте мне одолжение. Щелкните тот самый колокольчик и не поскупитесь на палец вверх. А если уши после просмотра требуют продолжения банкета, все мелодии, что прозвучали, собраны для вас в одном месте, в моей группе ВКонтакте. Заходите как к себе домой. Хочется напрямую в эфир что-то сказать, историей поделиться или видеороликом интересным? Добро пожаловать в мой телеграм-канал, там всегда на связи. И признаюсь по секрету, весь этот праздник жизни я делаю своими руками после трудового дня на одном лишь энтузиазме. Так что если считаете, что труд этот не напрасен и достоин грошика, футляр скрипки,
Поддержать старину можно через Бусти, через ВК Донатс или просто кинув уголька в топку на карту. Все координаты, как водится, оставил на клочке бумаги под этим видео. Итак, успех свалился на головы наших героев, как калифорнийский оползень. Казалось бы, живи и радуйся. Но The Birds, надо отдать им должное, были ребята с принципами. Они сказали: стоп, мы не хотим доить эту корову до смерти, не хотим штамповать одно и то же. Но тут в дело вмешались тяжеловесы, менеджеры из Columbia Records. Эти парни смотрели на вещи проще. Ребята, у нас есть золотая жила, давайте долбить ее, пока не кончится. Был мистер Tambourine Man. Теперь давайте All I Really Want To Do того же автора. И группа подчинилась. Но тут вышла накладка. Эту же песню, представляете, решила записать и Шер. Та самая, которая тогда была половинкой дуэта Сони и Шер. И началась война. Хит-парад превратился в поле боя. В Америке наши фолк-рокеры с позором проиграли. 40-е место против 15-го у Шер. Но, как говорят на безрыбье, и рак рыба. Зато в Англии реванш. The Birds взлетели на 4-ю строчку, а Шер застряла на 9-й. Британцы, видимо, сразу раскусили, где подлинник, а где копия. Популярность группы росла с космической скоростью, и дело было не только в музыке. Эти парни выглядели так, что любая модница удивилась бы. Они носили битловские прически, но при этом одевались кто во что гораст, в отличие от стандартных групп в одинаковых пиджачках. The Birds стали воплощением калифорнийского шика с примесью здорового пофигизма. Дэвид Кросби, например, щеголял в зеленом замшевом плаще, а Роджер Магуин водрузил на нос очки прямоугольные с синими линзами. Вещь! Хиппи потом такие же напялили тысячами. И еще одна деталь: на всех фотографиях того времени они выглядят такими отрешенными, с легкой загадочной улыбкой. Публика думала: о, какие глубокие философы, какие загадочные личности. А на самом деле секрет был прост и прозаичен. Они просто обкурились в хлам. Марихуана тогда текла рекой. И вот на волне этого зеленого дыма и успеха группа отправилась покорять туманный Альбион. Английский тур. Рекламная кампания была раздута до небес. Американский ответ Битлз звучало гордо, но на деле вышло как всегда. Звук был ужасный, травы выкурили слишком много, а сценическое поведение было таким вялым, что британские журналисты, эти акулы пера, разорвали их в клочья. Критика была беспощадной. Но была и другая сторона медали. The Birds наконец-то встретились лицом к лицу со своими кумирами, Битлз. И что вы думаете? Ливерпульцы отнеслись к ним с огромной симпатией. Публично признали, что эти американцы их главные творческие конкуренты и любимая группа из океана. Более того, в 65-м, когда Битлз гастролировали по штатам, они заехали в гости к Birds прямо в студию. И тут случился замкнутый круг влияния. Теперь уже The Birds влияли на Битлз. На альбоме Rubber Soul, который вышел в том же 65-м, появились песни, явно написанные под впечатлением от калифорнийского звука. Nowhere Man и особенно If I Needed Someone. А Джордж Харрисон, будьте уверены, лично отправил запись этой песни Роджеру Магуину в Лос-Анджелес. Мол, смотрите, что мы сделали. Второй суперхит The Birds, как это часто бывает, пришел из глубоких, почти священных источников. На этот раз от Пита Сигера. А Пит Сигер, заметьте, это вам не какой-то там выскочка Дилан. Это фолк-сингер матерый, прошедший огонь, воду и медные трубы цензуры. А история вышла почти анекдотическая. Сидит Пит, никого не трогает. Тут приходит его издатель и заявляет: «Пит, старик, твои песни — это, конечно, мило, душевно, но продать их невозможно». Сигра это, естественно, задело за живое. Он разозлился, завелся с полоборота и выдал классическую фразу: «Я по-другому писать не умею, извините».
И представьте себе, прямо после этого разговора, когда адреналин еще бурлит в крови, он лезет в карман, где у него валяются какие-то бумажки, наброски, и за 15 минут рождается песня под названием «Turn, turn, turn to everything there is a season», что в переводе с музыкального на человеческий означает «всему своя очередь и всякой вещи свое время под небом». И тут начинается самое интересное. Те, кто хоть раз в жизни открывал Библию, а не только Playboy, сразу узнают эти строки. Дамы и господа, весь текст песни – это практически прямая цитата из Ветхого Завета. Книга Экклезиаста, глава 3, стихи с 1 по 8. Ну, вы помните. Время рождаться и время умирать, время насаждать и время вырывать посаженное. И так далее по списку. Сигер, конечно, человек творческий, но и святотатствовать не стал. От себя он добавил всего одну строчку, но какую? Время для мира. Я клянусь, что для этого еще не поздно. И все. Одна фраза превратила древнюю мудрость в антивоенный манифест. Талант, что поделать? A time of love, a time of hate, a time of war, a time of peace, a time you may embrace, a time to refrain from embracing. Итак, в 62-м году вышла эта песня в свет. В 63-м ее уже мурлыкала фолк-сингерша Джуди Коллинз. А еще через 2 года, внимание, эту вещь предлагают записать нашим старым знакомым The Byrds. Обратите внимание, именно предлагают, потому что в те времена, когда группа еще не стояла твердо на ногах, репертуаром рулили не столько музыканты, сколько дяди в дорогих костюмах из руководства компании. И тут, как водится, начались творческие разборки. Продюсер Терри Мелчер, мужик с нюхом на хиты, вцепился в эту песню мертвой хваткой. А менеджер Джим Диксон, старый знакомый, уперся. Давайте еще одного Дилана. Люди любят Дилана. И кто бы знал, чем бы это кончилось, если бы Мелчер не пошел на хитрость. Он сел в машину, загрузил туда пленку с записью и начал развозить ее по радиостанциям, просто так, для затравки. И что вы думаете? Песня прославилась раньше, чем вышла. Народ уже требовал, радио крутило, а сингла все нет. Делать нечего, пришлось выпускать песню. Так хит конем, вернее, ход конем сработал безотказно. Итог. Песня снова взлетела на первое место в Штатах и проторчала там 3 недели. Она стала визитной карточкой группы, их самой знаменитой вещью. Ну что, продолжим нашу беседу. Итак, 5-я дименция, то есть Fifth Dimension, простите, оговариваюсь. К 66-му году группа выпустила именно этот альбом. Это был уже серьезный шаг от фолк-рока к полноценной психоделии с индийскими рагами и джазовыми гармониями. Спустя год такая музыка захлестнет весь мир, но тогда, в 66-м, эта музыка чуть не угробила репутацию The Byrds. Джим Кларк написал песню «8 Miles High», называется «8 миль высоты», и это, друзья мои, чистейшая психоделика. Ода полету, парению, но главное там не текст, а гитарный хаос, который устроил Роджер Магуин. Он, видите ли, решил сымитировать манеру игры великого джазового саксофониста Джона Колтрейна с его альбома 63-го года. Представляете? Получилось безумно, свежо и невероятно круто. Однако, видите ли, слово «high» на сленге оно означало не только высоту, но и состояние под кайфом. И сразу поползли слухи. Ага, они там закинулись ЛСД и воспарили на 8 миль. Психоделика, сами понимаете, это искусство под воздействием. Экзотические гармонии, хаотичные соло, смутные образы – все это пахло нехорошим. Сингл поначалу уверенно полз вверх по чартам, и вдруг бац! По радиостанциям разослали предупреждение. Данная запись пропагандирует употребление марихуаны и ЛСД. И все, песню сняли с эфиров, она застряла на 14 месте и дальше не пошла. И представьте себе,
Группа поет про 8-мильную высоту, уносит сознание слушателей в заоблачные дали, а главный автор этих хитов, Джин Кларк, при одном виде взлетной полосы впадает в панику. В молодости бедняга стал свидетелем авиакатастрофы и с тех пор даже близко к аэропорту подходить боялся. И вот представьте, гастроли, надо лететь из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк. У Джина в самолете случился самый настоящий приступ паники. Не хай, а сплошной нервный срыв. Но это было только половина беды. В группе к нему стали относиться, скажем так, с холодком. А почему? А потому что он писал большую часть материала. А раз писал, значит и денег получал больше. Обычная история. Талантливый парень приносит хиты, а коллеги косятся. Что-то он слишком много сочиняет, слишком много получает, слишком много места занимает. А атмосфера сгустилась, как тучи над Лос-Анджелесом перед землетрясением. И Джин Кларк принял решение. Он хлопнул дверью, образно говоря, и ушел. Подписал контракт с Columbia Records, но уже как сольный артист. И знаете что? Записал ряд работ, которые специалисты называют достойнейшими. Но в историю он вошел все-таки как тот самый парень из The Birds, который боялся летать, но писал песни о полете. Ирония судьбы, не иначе. Ну что, дорогие мои радиослушатели, продолжаем наше расследование. Мы уже выяснили, что The Birds — это такой музыкальный серпентарий, где каждый норовил укусить другого, но при этом коллективно они умудрялись создавать шедевры. Итак, вопрос на засыпку. Чем занимаются наши пернатые друзья, когда они перепевают Боба Дилана и не летают в 8 милях над землей, пугая авиадиспетчеров и цензоров? А они играют в «Ястребы и голуби». Правила простые, проигравший лох пишет весь альбом. Ха-ха. А если не хватает материала, добиваем каверами. И знаете, как с бутылкой, в которую напихали говна и клея. Если хорошо потрясти, иногда получается кораблик, а иногда отличный альбом. Вот и на пластинке Younger Than Yesterday этим самым проигравшим лохом, то есть главным песнописательным мальчиком, стал Крис Хилман, басист, между прочим. Сидел себе тихо с 65-го года, молчал тряпочку, а когда из группы вытурили Джина Кларка, и песни, как ни странно, перестали сами себя писать, Крис вдруг оперился и вышел из тени. Выдал 4 самостоятельные песенки и половину хита «So You Want To Be A Rock'n'Roll Star», а вторую половину сочинил сам Магуин. Надо сказать, если бы не Хилман, этот альбом был бы очередным набором песен The Birds. 2 хорошие, пара так себе и такой шлак, после которого боишься заглядывать на би-сайты. Вдруг там еще хуже. А тут получилась конфетка. И вот ведь парадокс. Через группу прошли Кросби, Магуин, Кларк, Парсонс, Хилман. Все в 70-х стали серьезными музыкальными единицами, уважаемыми людьми, но именно The Birds никогда не звучали как супергруппа. Скорее, как нанятые работяги, которым срочно надо сдать проект к дедлайну. У кого нервы покрепче, кто понаглее, тот и отлынивает. А кто посовестливее, кого не выжили подковерными игрищами, тот и пашет за всех. Многие критики, кстати, называют этот альбом лучшим альбомом группы. И правда, по пластинке слышно, как выросли музыканты за 2 года. Музыка стала глубже, сложнее, меньше расчета на коммерцию, больше на искусство. Хотя, как мы знаем, за искусством всегда стояли обычные человеческие разборки о том, кто напишет больше песен. Но об этом мы еще поговорим, не переключайтесь. Ну что, продолжим. Июнь 67 года. Монтерей — фестиваль, который вошел в историю как рассвет цветов и закат мозгов. The Birds — один из главных звезд. По чести сказать, отыграли они так себе, средний, без огонька. Но публика, как водится, хавала и требовала еще. Потому что имя, потому что хиты, потому что цветочки в волосах.
Но вот что интересно, 3 участников после фестиваля остались крайне недовольны поведением 4-го, а именно Дэвида Кросби. А что натворил наш Дэвид? А он позволил себе публичное выступление. Ну, казалось бы, что такого? А нет. Во-первых, он завуалированно, но вполне понятно высказался в пользу наркотиков. А во-вторых, ляпнул что-то про убийство Кеннеди, которое случилось 4 годами ранее. В общем, накалил обстановку до предела. Конфликт зрел как хороший сыр всю вторую половину года, но несмотря на склоки и дрязги, в январе 68-го группа выпускает альбом. Называется он «Notorious Bird Brothers». Сразу представляется контора, сидят братья в строгих костюмах, заверяют документы, а в перерывах играют рок-н-ролл. А теперь давайте разберемся, как этот альбом делался. Магуин и Хилман решили, что синглом пойдет кавер на песню Going Back авторства Кинга и Гоффина. Хорошая, добротная, сладкая пастораль. Никаких проблем, а Дэвид Кросби принес свою песню «Триад». И там, извините за подробности, он мечтательно пел про групповой секс, представляете? И видел эту песню синглом. Магуин и Хилман, люди, видимо, консервативных взглядов, спели ее хором, даже записали, но в итоге посчитали идею оскорбительной и положили песню на полку. Сейчас ее можно найти на бонус-треках к переизданию любителям экзотики. Кросби протестовал, возмущался, топал ногами. И что вы думаете, его просто выпинули из группы? Такая ирония судьбы. Кросби, мечтавшие о групповухе, поимели вдвоем, прямо как он хотел, только без его участия. Но на этом проблемы не кончились. Выпинув Кросби, обнаружили, что людей не хватает. Поэтому на обложке альбома, между прочим, красуется лошадь. Серьезно, лошадь вместо человека. Символизм, однако. С голодухи и от отсутствия свежего материала позвали обратно Джина Кларка. Мол, Джин, брат, прости, помоги, напиши нам песен. Джин пришел, промучился 3 недели и ушел. Не выдержал атмосферы. Свой гнев и разочарование Магуин и Хилман сорвали на другом Кларке, Майкле, барабанщике. Тому не нравились новые песни, он бузил, и его тоже выгнали. К концу записи альбома в группе осталось всего 2 человека. В итоге единственным синглом с пластинки выпустили тот самый Going Back, абсолютно предсказуемую, сладкую, безопасную пастораль. Никакого группового секса, никаких Кеннеди, никаких наркотиков, только музыка и лошадь на обложке, которая, кстати, смотрела на все это философски, как и мы с вами. Дорогие мои, время неумолимо. Вот уже и 68-й год на дворе. В составе The Byrds из основателей остался только один Роджер Магуин. Казалось бы, вот оно счастье. Никаких тебе Кросби с их выступлениями, никаких Кларков с их авиафобиями. Один лидер, полный контроль, можно работать спокойно. И вскоре выходит альбом. Сейчас, оглядываясь назад, трудно представить, что эта пластинка была революционной, что тинейджеры сходили от нее с ума, что даже суровые критики с Pitchfork ставят ей 9,7 из 10. Но только не я, потому что среди всех этих тинейджеров меня выделяет одно важное обстоятельство. Мне, извините, 40 лет. А теперь о вечной ловушке The Byrds. Они поступили как тот садовник, который выращивает красивые цветы, а потом их выкапывает, потому что они слишком хорошо пахнут. Искали талантливых музыкантов, а потом увольняли их за амбициозность. История стара как мир. В феврале 68-го в группе появился новый персонаж – Грэм Парсонс. Но через полгода и его из группы выгнали. Официальная версия – группа собралась на гастроли в ЮАР, а он втихую слился. Потому что, видите ли, апартеид. Как можно ехать в страну, где угнетают чернокожих? Я понимаю тебя, Грэм, я бы тоже дико взбесился, если бы приехал в Африку и не увидел ни одного негра. Что за надувательство? Это как в зоопарк прийти, а обезьянок нет, обидно же. С другой стороны, давайте включим логику.
Даже если бы в ЮАР не было апартеида, сколько бы чернокожих пришло на концерт белой кантри-рок-группы? Вопрос риторический. Так что, может, и не стоило так принципиально отказываться от гастролей. Но Парсонс был человеком принципов. Или же человеком, который просто искал повод слинять. Теперь уже не важно. Nothing is better. Nothing is better. Теперь давайте о главном. Грэма Парсонса называют изобретателем кантри-рока. Мол, это он нашел ту самую волшебную формулу, правильные пропорции кантри, ритм-блюза, соло, фолка и рока, и потом эту формулу подхватили Иглс и сотни других групп. А этот альбом считается точкой отсчета, где этот баланс сошелся идеально. Но я просто не могу удивляться кантри-року, как не могу удивляться изобретению туалета или электричества. Потому что, простите за интимную подробность, я сидел в туалете под лампочкой с самого рождения. Да, прямо как родился. Поймите, я появился на свет до изобретения подгузников. А это, между прочим, была невероятная, удивительная, революционная, инноваторская придумка. Но я же не хожу и не ахую каждый раз при виде памперса. Так и здесь. Идея была в том, чтобы записать альбом-историю американской популярной музыки. Но со временем и под влиянием Грэма все переросло в чистый кантри-альбом, где, заметьте, не было ни одной собственной песни. Потому что кантри-музыку нельзя сочинить в студии. Ее приносят на мулах потные мужики с полей. А как она там оказывается, бог его знает. Фигура Парсонса заметна не только в звуке и отчетливом хонки-тонк пианино, но и в вокале. Из 11 треков он ведет 3, и только потому, что после его увольнения Магуин перезаписал вокал еще на 3. И знаете, моя терка с этим альбомом вовсе не в жанре. У меня, между прочим, куча любимых кантри-исполнителей, но Грэма Парсонса в их числе нет. Я могу оценить ловкость аранжировок, мастерство вкрапления банджо и скрипки, стальную гитару и ладность вокалов. Это, правда, профессионально сделанная музыка, которую не тянет переключать, пока она звучит на заднем плане. Все чинно, все благородно. Но после первого и второго прогонов единственные песни, которые остаются в голове, это обрамляющий альбом You Ain't Going Nowhere и Nothing Was Delivered. А их, если вы забыли, опять написал Боб Дилан. Круг замкнулся. Начали с Дилана, Диланом и закончили. А Парсонс, был Парсонс. Но мы же не кричим «Эврика» каждый раз, когда смываем воду. Обычно я рассуждаю, прибегая к индукции, знаете ли. Логика проста. Если следующий альбом оказался, мягко говоря, не самым удачным экспериментом, значит, где-то есть источник этой творческой неудачи. И по идее, этот источник можно было бы нежно подтолкнуть в направлении конструктивной критики. Обычно виновники торжества прячутся, маскируются за спинами внешне приличных джентльменов. Но справедливость, как известно, настигает всех. Однако в случае с этой пластинкой виновные сами подставляют себя под удар настолько очевидно, что поднимать руку просто не хочется. Более того, они, кажется, горды своим результатом. Вы только взгляните на обложку. Вот они, довольные, смотрят на вас из-за спин музыкантов, которыми, собственно, и прикрываются. Название альбома по замыслу должно было отражать дуализм ситуации. Мол, с одной стороны, конечно, не шедевр, зато с другой и вовсе сомнительный продукт. Но и этому есть объяснение, право же. Из группы утекли последние остатки здравого смысла. Крис Хилман присоединился к Грэму Парсонсу, который ушел на прошлом этапе, а вместо них взяли Джонни Йорка, человека, о котором, смею предположить, и вы, и я слышим в последний раз. История распорядилась так, что решение Роджера Магуина, принятое после всех этих перетурбаций, стоило ему репутации в узком кругу музыкальных критиков. Его стали называть диктатором, лишенным таланта.
И я не хочу повторять этот паттерн просто потому, что так делают все, но не будем кривить душой, конкретно этот альбом и правда так себе. С одной стороны, любой из The Byrds на месте Магуина, поставленный перед задачей единолично записать альбом, который ранее сочинялся в команде, вероятно, тоже потерпел бы фиаско. С другой, почти все решения по выдавливанию коллег из группы были приняты именно им. Поэтому снова, с одной стороны, как минимум в рамках этого релиза, мне жаль пожурить старика за результат, но снова, с другой стороны, попытки вытянуть пластинку старыми трюками выглядят настолько жалко, что у меня, представьте себе, развивается некое подобие стокгольмского синдрома. Ну что, продолжим. Октябрь 69 года. Новый состав, новая пластинка. Называется Ballad of Easy Rider. И тут, дорогие мои, без небольшого киноликбеза не обойтись. Если вы не смотрели фильм «Беспечный ездок», я, разумеется, тоже не смотрел, но мне рассказали, я вам коротко перескажу сюжет. Два парня на мотоциклах протаскивают кокаин через мексиканскую границу. Продают, получают кучу денег и колесят по Америке. Встречают хиппи, группи, проституток, потребляют при этом наркоту. Такой вот план: протащить наркоту, продать, на вырученные купить еще наркоты. Красота! Под конец пара реднеков на пикапе подстреливают эту парочку. Все. Финал. Никакой морали, никакого хэппи-энда. Чисто американская поэзия. Так вот про альбом. Это второй альбом за год. Совершенно новый. Даже дырка в пластинке и та тотально новая. Такой раньше не было. Заглавная песня, собственно, звучала в титрах фильма. То есть, скорее всего, до нее никто не досидел, потому что фильм кончается выстрелами, а потом уже титры. Кто дожил, тот услышал. Песня, к слову, отличная. И отличная она в первую очередь, потому что Магуин снюхался с Бобом Диланом настолько плотно, что Дилан помог ему написать песню и при этом даже не включил себя в авторы. Представляете, Боб Дилан отказывается от авторства. Это все равно, что лев отказался от зебры. Песня легкая, короткая, без припева, зато со струнным сопровождением. Без какой-либо четкой мелодии, но достаточно приятная, чтобы ее можно было не напевать, но точно намычать, повторяя партию струнных. Это, конечно, не возврат к 8-мильным вершинам, но точно уход от той нелепой карикатуры, которой они стали на прошлом альбоме. Если честно, я смотрю на восторге по поводу этой пластинки и понимаю, это просто выдох после провала. Все так рады, что альбом не полная лажа, что готовы носить его на руках. Но давайте уберем из картины Боба Дилана. Представьте, что это релиз от безымянной группы, которая распалась еще до выпуска пластинки, которую в итоге раскопали архивариусы и стали всем выдавать лавандовые рафы, чтобы привлечь внимание целевой аудитории. Да всем было бы глубоко фиолетово. Сиротливый исторический экспонат не более, но Дилан есть Дилан. Даже не включенный в авторы, он тянет пластинку на своих плечах. А Магуин? Ну, Магуин молодец, хотя бы додумался позвонить старому другу. Знаете, существует в рок-н-ролле правило, которое работает с пугающей неизменностью. Воссоединение бывших возлюбленных, будь то люди или группы, редко приводит к чему-то хорошему. Это аксиома, не терпящая возражений. Но ведь иногда, глядя на историю The Byrds, думаешь, а почему бы и нет? Может быть, именно в этот раз звезды сойдутся? Увы, чудес не бывает. Решили ребята собраться вновь все вместе, но после этого реюниона группа скорее вывалила друг на друга все то, что копилось годами, настоялась в тишине и, наконец-то, нашло выход. Дэвид Кросби, например, во время сессии предпочитал расслабляться и оставлял свои грязные носки где попало. А Крис Хилман постоянно щелкал суставами, чавкал и, что греха таить, берег лучшие песни для своей сольной пластинки.
Роджер Магуин забывал зубную щетку у раковины и пытался управлять коллективом с тоталитарным усердием. И лишь бедняга Джин Кларк, как и в дни их юности, выдавал по-настоящему прекрасные песни, не оглядываясь по сторонам. И, как и прежде, он снова оказался за бортом. Отличные оказались грабли. Этот альбом, собравший 5 оригинальных участников, их имена и фамилии указаны на обложке крупным шрифтом, родился из простого стечения обстоятельств. У каждого образовалась пауза в графике. Даже вечно занятый Кросби, который к тому времени успел поиграть в комбинаторику с названиями Crosby, Still, Nash and Young, Crosby, Stills and Nash и Crosby and Nash, и я не удивлен, что именно он записал песню про групповую любовь, вдруг оказался без дел. Боссы-кукловоды из звукозаписывающей компании потерли руки. Золотой состав, быстрая запись, легкие деньги. Но денег, как водится, много не бывает. И самое пикантное в этой истории то, что во время записи этого самого альбома Магуин продолжал гастролировать с предыдущим составом группы. Представьте себе, это словно спать с нынешней девушкой, пока ты пытаешься вернуть бывшую. Гениально, не правда ли? Ах да, песни. Вместо привычных каверов на Боба Дилана мы услышали Нила Янга. Видите ли, в 73-м Янг считался новым Диланом. Это было время, когда сам Дилан пребывал в спячке перед тем, как выпустить свой камбэк Blood on the Tracks. После чего критики дружно заявили, что новый Дилан — это все-таки Дилан, а Янг — это старый Дилан. В конечном счете эта пластинка подтвердила то, что их музыкальные почерки так и не переплелись в единый узор. Они не влияли друг на друга во благо. Конкуренция внутри группы рассматривалась не как стимул создать что-то лучшее, а как повод устранить соперника. Что ж, дорогие мои, все хорошее когда-нибудь кончается. Вот и наша эпопея подходит к финалу. Осталось только сказать несколько слов о том, как сложились судьбы участников. Джин Кларк, наш бедный летун с авиафобией, умер в 91-м. Причина – алкоголизм. Майк Кларк, барабанщик, последовал за ним в 93-м. Тоже алкоголизм. Дэвид Кросби, главный возмутитель спокойствия и пропагандист групповухи, продержался дольше всех. Умер в 23-м. От COVID-19. И что же нам остается? А остаются нам Крис Хилман и Роджер Магуин. Живы, здоровы, полны сил. И что хочется сказать в конце? Несомненно, The Byrds были группой весьма и весьма влиятельной. С середины 60-х до начала 70-х они задавали тон, моду и направление. Начинали с фолк-рока, где уши Боба Дилана и британского вторжения торчали из каждого аккорда, потом расширили звучание до психоделии, а под конец выдали кантри-альбом, который до сих пор ставят на полку как эталон жанра. В 2004 году журнал Rolling Stone, эти главные оценщики всего на свете, поставили The Byrds на 45-е место в списке 50 величайших исполнителей всех времен. Не первое, конечно, но почетно. Их улетная популярность и авторитет среди меломанов базируются не на пустом месте. Созданные ими звуковые полотна до сих пор воспроизводят ту самую очаровательную атмосферу, когда воздух был чище, трава зеленее, а музыка интереснее. Диски The Byrds остаются предметом вожделения коллекционеров и украшением любой уважающей себя фанатейки. Даже сейчас, когда все течет в цифру, приятно взять в руки этот тяжелый виниловый конверт, поставить пластинку на вертушку и услышать тот самый звон 12-струнной гитары. И на этом, дорогие мои, разрешите откланяться. Да хранит вас рок-н-ролл.